Ох и активная женщина появится в твоей жизни. Кто же она? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Но прежде всего мне показаны какие-то сложности вот в личной жизни, да. Кто-то сейчас проходит период трансформации, период, когда вот хочется что-то поменять. Либо же вы сейчас в таких вот очень напряженных отношениях находитесь, и вам хотелось бы что-то изменить, да, то есть вы как чужие. Здесь могут быть много конфликтов, это может быть одиночество вдвоем, здесь могут быть подозрения в измене. Здесь человек рядом может быть у вас тот, на которого вы точно не можете опереться, потому что, реально, как соседи живем, да. Здесь конфликтные отношения, либо же сейчас, вот если вы кто-то проживаете еще, вместе, там, неважно, отношения, живете вместе, у кого-то это, такой привет из прошлого, да, может быть, вы были в таких отношениях, но вы набрались смелости поставить точку. Хотя у кого-то еще могут срезонировать, знаете, какие энергии, что, может быть, ваш конфликт еще не до конца завершен. Что-то вы еще не дообсуждали. Вот что-то, скорее это касается детей, да, может быть, вы там по поводу алиментов еще не дорешали вопросы, либо же вы хотите сами добровольно без алиментов, а просто вот какую-то сумму давать, да, на ребенка. Либо же здесь еще может проиграться, что женщина не хочет вам давать так часто, допустим, ребенка видеться, как вам бы того хотелось. Но здесь такие вот могут быть довольно агрессивные, спорные энергии вот именно по поводу детей, либо еще каких-то других недоразрешенных вопросов. Вы человек, который, в общем-то, знаете, если это дело касается того, что вам дорого, неважно, это человек, либо же какие-то вещи, предметы, да, то, что материальное вам дорого, вот вы будете отстаивать просто до последнего. И вот как раз вот ситуация, если кому-то из вас приходится бороться за что-то, либо за кого-то, возможно, вы, не на жизнь, а на смерть. Кто-то сейчас борется, может быть, у кого-то это уже пройденный этап. И давайте как раз по этому поводу сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, ребят, вот вы разошлись полюбовно, либо же сейчас расходитесь, да, если вы в процессе, либо это были грандиозные скандалы и дележки. Вот пишите все, вот какая у вас ситуация проигрывается. Всегда очень интересно читать вашу историю. Далее, у вас проходит, возможно, даже сейчас, либо опять же у кого-то уже прошла такая, знаете, внутренняя трансформация. Это, конечно же, не без участия ваших личностных отношений, да. Но здесь у многих проиграется 100% ситуация любовного треугольника. То есть, либо же вы прыгали направо-налево, либо же ваша женщина, да. Но в большинстве своем мне показано, что, скорее всего, здесь женщина изменила. Если вот кто-то из вас даже ходил налево, то, знаете, я, конечно, противник измены, но вот в вашем случае это такой, знаете, акт отчаяния был, когда ты приходишь домой, и ты понимаешь, что тебя дома ждет снежная королева, либо же женщина, которую ты банально, не хочешь как мужчина, да, которая тебе не дает того тепла, которого тебе хочется, заботы, нежности, ласки и так далее, то вы просто, может быть, искали это на стороне. Те самые даже какие-то нежные прикосновения. Это не обязательно сам кекс. Это уже понятное дело, как дополнение. Но вот именно какой-то женской энергии вам не хватало, либо же сейчас не хватает. У кого-то, кстати, может еще проиграться, что сейчас могут проигрываться, это скорее проиграется у тех, кто уже в одиночестве, плюс-минус так относительно долгий период, да, у каждого он свой.
Но здесь вы можете даже замечать проблемы по мужской части, да, ну то есть, когда ты видишь, что твой бобик как-то не очень-то шевелится, да, либо же шевелится через раз, и здесь могут быть такие довольно депрессивные настроения, потому что скорее всего, женщины нет, да, вот, допустим, даже той же любовницы. Каждый, допустим, разряжается кто как может, да, все взрослые люди говорим об этом. Ну, далеко не каждый может тихо сам собой, да, уединиться и тоже как бы разрядиться. Опять же, у каждого свои предпочтения, поэтому здесь не идет очень большая такая накопленная мужская энергия. Очень много такой, я бы сказала, неразряженной энергии, да, вы понимаете, о чем я говорю? Ощущение, что как будто просто пар идет из ушей. Но вот именно из-за того, ребят, что у кого-то проиграется, не идет та самая разрядка, да, о которой я говорю, ваш бобик начинает болеть, чихать и кашлять. Поэтому, ну, здесь нужно все-таки как-то поработать над этим. Не хотите любовницу, ну, пробуйте хотя бы сами, хоть как-то его немножечко реанимировать, потому что, ну, здесь могут проблемы, ну, усугубляться, да, я не хочу никого пугать, но просто мне показано, что вот энергетика может так схлопываться, да, назовем это так. Ну, конечно, то, что я вижу, вообще вы такой человек, да, вот нам сегодня почему-то сигнификация много чего говорит о страстях. Ну, прежде всего, что вы сами такой человек, может быть, вспыльчивый, вы страстный, вы активный, поэтому вот вам терпеть отсутствие женщины, даже в интимном плане, вам бывает довольно непросто. Но, опять же, есть среди вас те, которые пытаются как-то переключать свою энергию на что-то другое. У кого-то это проиграется, может быть, занятие спортом, да, куда-то в какое-то другое хобби, может быть, вы это, ну, энергию, свою сексуальную энергию вы переносите в другое место, ну, чтобы, да, пар из ушей не шел. Но вот опять же я делаю акцент, у кого проблемы нарисовываются в этой части, ну, пытайтесь хоть как-то все-таки разряжаться, потому что, ну, это уже, знаете, это уже физическая такая, физиологическая проблема, да, вот может у кого-то срезонировать. Ну, либо же к доктору сходите, да, может быть, действительно какая-то дисфункция, это тоже никто не отменял. Поэтому вот такие пироги, ребята. Ну, давайте-ка смотреть, что же за активная женщина появится в вашей жизни. Может быть, она уже у кого-то есть. Однозначно, она моложе вас. Однозначно она с характером, она умеет манипулировать, она знает себе цену. Она знает, что она нравится мужчинам, потому что она довольно неплохо выглядит, она за собой следит, она стройная, она умеет нравиться. Ну, скорее светловолосая проиграется, но опять же в общих раскладах мы к этому не привязываемся, да, к цвету волос, глаз, там, возраст. Она умеет очень тонко манипулировать мужчинами, она умеет общаться, она умеет нравиться. И знаете, вот для нее мужчины это как, ну, какая-то такая развлекаловка, что ли. Вот я даже пытаюсь подобрать слова. Даже не так, не развлекаловка. Прихоть, вот так вот, наверное, да. Я просто пытаюсь вам вот донести информацию, которая мне идет, ну так, совсем по-простому, да, чтобы всем было понятно. То есть, когда вот, допустим, вот нравится вот этот вот мальчик Саша, да, назовем так, то она сделает все возможное и невозможное, чтобы вы стали ее, да, ну такая очередная игрушка. Завтра там мальчик Андрей, допустим, да, она переключается на этого человека. Ну, то есть, вы понимаете, вот она привыкла по жизни себе ни в чем не отказывать. В общем-то, ее когда-то в прошлом и мужчины избаловали. У нее был то ли брак, то ли отношения, возможно, даже не одни отношения с солидными мужчинами, которые избаловали ее, которые еще больше ей корону одели. Она и так с короной в зубах родилась, да? Ну, здесь мужчины, конечно, ее баловали, потому что есть в ней сексуальность, есть в ней харизма. Такая, знаете, роковая женщина, я бы даже назвала.
Есть в ней что-то такое, что мужчины реально за ней по жизни бегают. Поэтому она выбирает. Вот она такая охотница за мужчинами. Она любит командовать парадом. Это касается абсолютно всего, да. Вот сегодня ты ей нравишься, она будет с тобой. Завтра ты там что-то не так сказал, сделал, она уже переключилась на другого, ты свободен, нахрен с пляжа, да, грубо говоря. Женщина, ну, которую я бы сказала, чтобы вы держались, ну так, за километр от нее, если не хотите последствий с бедствиями. Здесь могут еще проигрываться, знаете, у нее, ну, то ли это знакомства какие-то, да, ну, с мужчинами, естественно. Либо же это даже может проиграться, что с бывшими своими она довольно неплохо поддерживает интерес, ну, вернее, не интерес, а, господи, отношения какие-то, да, пусть это даже такие дружеские. Ну, то есть защита, крыша вдруг чего у нее есть. Если ее кто-то обидит, она, ну, буквально набирает номер телефона, и служба спасения в виде этих каких-то там дружков, приятелей приезжает, да. Так вот, вы как мужчина, опять же, попали, ну, у кого-то проиграется, что попадете под ее прицел, да, вот вы ей понравитесь. Ну, либо же уже понравились, просто каждый под себя переворачивайте. Эту женщину я просто пытаюсь вам так объяснить, да, чтобы вы не вляпались, чтобы хоть по каким-то признакам поняли, что это она. Ну, то, что она хорошо выглядит, да, это многие женщины могут хорошо выглядеть, но есть какая-то наглость в ней. То ли в поведении, то ли в речи, в разговоре, вот какая-то такая, знаете, вот она развязная, она может громко смеяться, ну, какая-то вот сама манера поведения, ну, на нее точно обратишь внимание, потому что, ну, цену себе знает, знаете, борзая, вот правильное слово, такая борзая. Поэтому, если у кого срезонирует, ребята, обращайте внимание на эту даму и бегите от нее как от огня. Смотрите, вы как мужчина понравились, будьте готовы, может быть, у кого-то уже такое происходит, у кого-то в будущем будет, может быть, у кого-то уже было, да, опять же. Но она вот решит всеми правдами и неправдами вас добиваться, да, это будут такие очень активные, наглые даже, я бы сказала, какие-то поползновения в вашу сторону. Вплоть до того, что она может прямо сказать, что ты мне нравишься, да, я там хочу с тобой погулять, своди меня в кафешечку, в ресторанчик, либо же я там ночку хочу. Ну, знаете, как это женщины бывают? Говорят, там приходят, я хочу тебя, да? Такие тоже бывают. Напишите, ребят, кстати, у вас были какие-то ситуации такие с борзыми такими женщинами? На сегодня не расклад, а трэш какой-то, правда, ребят? То есть будьте готовы к ее манипуляциям, к ее наглым таким вещам. Она может правдами, неправдами, вот если увидит сразу, что вы не повелись, да, даже если вы как-то культурно ее отошьете, она будет правдами, неправдами пытаться вас добиваться. Она будет придумывать разные случаи, чтобы либо домой заманить, либо там она бедная, несчастная, там сумки тяжелые домой отнести, либо на машине подвезти. Ну, то есть, вот на что у нее хватит фантазии, то она вам и придумает. Главный опознавательный знак, ребята, все-таки, наверное, ее такая наглость. Вот наглую женщину, у нее подвешенный язык, она может такая, знаете, вот, ну, своя в доску, рубаха парень такой, свой кореш, хоть она и женщина. У нее могут быть вредные привычки, это может быть запах вот сигарет от нее, это может быть даже какой-то душок, ну, такой, ну, типа того, что она недавно с рюмочкой обнималась, да. Ну, в общем, ребят, я вас запугала как могла, а вы уж сами там, в общем-то, ну, держите ухо востро. Потому что если эта женщина все-таки охмурит вас, чтобы потом
последствий с бедствиями не было. Смотрите, особенно это может проиграться печально у тех из вас, у кого, допустим, есть отношения. Я говорю не про токсичные отношения, да, поскольку это общий расклад. Может быть, вы недавно, да, вот такие более-менее нормальные, только начинаются отношения, и тут вот эта коза, грубо говоря, к вам подлезет, да. Смотрите, чтобы не было у вас проблем потом с вашей женщиной, чтобы не приревновала. А эта дамочка, она может специально делать, да, вот какие-то такие создавать ситуации, чтобы вас и с вашей половиной развести, рассорить как-то, да, специально, ну, знаете, как это бывает, вплоть до того, что она полезет при вашей женщине обниматься, целоваться к вам, да, а потом докажи, что ты не слон, да. Поэтому, мои хорошие, я вам уже 101 раз советую держаться подальше от такой женщины, потому что хлопот не оберешься. Дальше, если вы вляпаетесь, да, ну кому-то захочется там ночку, вечерок с ней провести, тоже будьте осторожны, потому что дама может быть такая не очень честная на руку. Здесь могут у кого-то пропасть, ну, либо же денежки из кармана, либо еще какая-то дорогостоящая вещь может пропасть. Поэтому не удивляйтесь потом. Я еще раз вас предостерегаю, что вот держите ухо востро именно от наглой такой женщины. Она всячески будет пытаться показывать свою силу, преимущество. Она может вообще не даже как-то пытаться вас унижать, подавлять. Ну, это будет видно, это будет чувствоваться в вашем таком... даже в разговоре, если вы будете просто общаться, да, это будет видно, что она короной, я не знаю, она уже небо проткнула, наверное, там уже выше неба, наверное, не выше крыши, а выше неба это корона. Поэтому ни в коем случае, ребят, вот, ну, не ведитесь, даже если она там довольно симпатичная, потому что, ну, не забывайте про ее этих всех дружков, бывших мужей, парней, там, кто у нее был. Она спокойно из тех, которые придет и скажет, а вот он меня обидел, да, а приди-ка разберись с ним, да. Вот если вы что-то не то сказали, сделали, она просто дружков своих пригласит и все. Поэтому, мои хорошие, не вляпывайтесь вот с наглыми женщинами, даже если вам просто, ну, очень сильно хочется ночку провести, даже если вы там годами были без женщины, ну, простите, лучше уже там закройтесь в ванной и сами с собой наведите порядки, да, но не с такой дамой, с которой просто можно очень много хлопот получить на свою голову. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!